Громкая история о слиянии Wildberries с рекламным оператором Рос быстро превратилась из публичной семейной саги в настоящее противостояние. Если летние события походили на постановочный сериал, то нынешние выходят за рамки логики и здравого смысла. Как развивались события, мы и расскажем в этом выпуске. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. В чем же причина конфликта у офиса Wildberries? Из-за чего сыр-бор, может спросить человек, который месяца 3 не интересовался новостями. Коротко напомним, основательница компании Татьяна Бакальчук еще весной разошлась, но пока официально не развелась со своим мужем. А летом Wildberries объявила о слиянии с крупнейшим в стране оператором наружной рекламы РУС. Владислав назвал это рейдерским захватом, обращался за помощью к Рамзану Кадырову, Тимати и другим известным личностям. А Татьяна ответила просто: это не рейдерский захват, это развод. И рассказала о планах по развитию и о том, как и почему ее брак дал трещину. Рамзан Ахматович заступился за Бакальчука и посетовал, что рейдеры оградили мать от мужа и 7 детей. Через свой телеграм-канал чеченец Кадыров обратился к братьям Мирзаяновым, которых связывают с дагестанскими элитами. «Кавказ вас не примет. Если вы мужчины, не делайте этого, я вам этого не прощу. Как вам не стыдно, будьте мужчинами», — обратился к ним Кадыров. Тем не менее, сделку о слиянии компании одобрило правительство России, а курировал процесс замглавы администрации президента Максим Орешкин. Финал этой драмы мы наблюдаем сейчас. 18 сентября в головном офисе Wildberries, расположенном всего в 1,5 километрах от Кремля, произошел инцидент с применением оружия. В результате чего погибли 2 человека, еще один пострадавший сейчас находится под наблюдением врачей. Сообщается, что оба погибших были охранниками Wildberries. В ответ на этот беспрецедентный случай поступило предложение национализировать компанию из-за опасений учащения конфликтов. Этот довод звучит сомнительно, но он исходит от человека, к мнению которого прислушивается Путин. Эти трагические события начались с появления на пороге головного офиса Wildberries Владислава Бакальчука, еще остававшегося законным супругом Татьяны Бакальчук. Бизнесмен с охраной и многочисленной группой поддержки попытался войти в здание, но сотрудники службы безопасности компании решительно отказались впустить их. В результате безуспешных переговоров возникла суматоха, и в какой-то момент раздались выстрелы. Как позже стало известно, в ходе перестрелки погибло 2 охранников компании. Уроженец Ингушетии боец ММА Ислам Эльмурзиев и некий Адам Алмазов. Как позже написали в чеченских пабликах, первый был связан с разыскиваемым террористом Адамом Оздоевым, а второй несколько раз привлекался по административным статьям. Там же утверждается, что именно Эльмурзиев первым открыл беспорядочный огонь по Владиславу Бакальчуку и его охране. Следует отметить, что параллельно с событиями, которые разворачивались в бизнес-центре Романов двор, во второй офис, расположенный в бизнес-центре Искра-парк, приехали неизвестные в масках и наотрез отказались покидать здание. По словам самой Татьяны Бакальчук, ее муж предпринял попытку рейдерского захвата. Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда? Записала видеообращение, едва сдерживая слезы, Татьяна Бакальчук. По словам владелицы компании, Владислава также сопровождали Сергей Ануфриев, один из сооснователей компании, который уже не работает в «Ягодках», и Владимир Бакин, ранее оставивший должность председателя совета директоров банка компании. В свою очередь, сам Владислав обвинения в свой адрес категорически отрицает, заявляя, что просто пришел на мирные переговоры, связанных с финансированием строительства новых складов. При этом Бакальчук утверждает, что у него и сопровождающих его людей никакого оружия не было. В разговоре с журналистами предприниматель заявил, что в офисе Wildberries должен был состояться очередной раунд переговоров по финансированию строительства новых складов компании. По словам Бакальчука, на входе в здание он был атакован службой охраны и неизвестными ему людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт. В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег, заявил предприниматель. Бакальчук не исключил, что целью нападавших мог быть он сам, и добавил, что ехал на мирные переговоры. Те, с кем я пришел, не были вооружены, нас защищали полицейские. Первые выстрелы прозвучали из здания через стекло офиса. После выстрелов началась самая настоящая паника, везде был дым, люди пытались укрыться. Пришедшие со мной люди были ранены.
Это была не перестрелка, как пытается представить произошедшее руководство компании. Это был самый настоящий расстрел, написал Владислав Бакальчук в своем телеграм-канале. Как бы то ни было, конфликт в центре Москвы, буквально в 1,5 километрах от Кремля, вызвал небывалый общественный резонанс. Оно и понятно, сложно оставить без внимания, когда вооруженные разборки проходят в центре столицы. Пользователи уже поспешили сравнить произошедшее с лихими 90-ми и с нетерпением ожидают, какая же последует реакция властей на это громкое преступление. И реакция последовала, правда, пока не от руководства страны, а от одного из идеологов русского мира, к мнению которого прислушивается сам Верховный. Речь, как вы наверняка догадались, идет о философе Александре Дугине, который всерьез предлагает национализировать компанию, переведя ее активы в государственную собственность, а самих владельцев посадить за решетку. Дескать, в противном случае они всех перестреляют, что касается событий, развернувшихся вокруг Wildberries. На мой взгляд, единственный выход – это национализировать сеть и отправить ее собственников королеве марафонов Блиновской. Иначе они просто всех перестреляют. Деньги творят с людьми страшные вещи. Буквально сводят с ума и превращают в животных. Капитализм – это отвратительно. И его знаковые фигуры не забывают нам об этом напоминать, написал философ в своем телеграм-канале. Просто слов нет. Несколько слов о национализации. Когда слышишь подобные рассуждения от человека, который вроде бы не лишен разума, возникает логичный вопрос. На каком основании Дугин предлагает национализировать компанию? Разве она перешла к Бакальчук через залоговые аукционы или является объектом оборонного сектора? И это всерьез говорит человек, себя объявляющий совестью нации. Произошедшее, безусловно, вызывает ужас и требует тщательного расследования. Учитывая, какие кланы могли столкнуться в борьбе за компанию, мы вряд ли когда-либо узнаем результаты этого разбирательства. Однако всем понятно, что национализация частной компании, не связанной с государством, поставит крест на любой предпринимательской инициативе в России. Кто захочет развивать свой бизнес, зная, что его могут отнять? Это даже не говоря о реакции потенциальных инвесторов. Но философ с бородой старовера считает, что это именно то, что нужно нашей стране. Справедливости ради стоит отметить, что призывы национализировать Wildberries звучат не только от Дугина и далеко не впервые. Более года назад с этой инициативой выступал председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев. По его мнению, перевод активов компании в госсобственность позволит наладить порядок на маркетплейсе. Интересно, как государство, которое не может навести порядок в медицине, образовании и других сферах, справится с торговлей на маркетплейсе. Но сегодня эта идея звучит с новой силой и уже нашла поддержку в социальных сетях. Сообщается, что Владислав Бакальчук официально задержан, ранее он допрашивался в качестве свидетеля. Об этом сообщил журналистам источник, близкий к Следственному комитету. Информацию подтвердил источник, близкий к правоохранительным органам, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Бакальчуку предъявлены обвинения по статьям убийство, покушение на убийство 2 и более человек, незаконное хранение огнестрельного оружия, посягательство на жизнь представителей власти и самоуправство. Помимо Бакальчука, обвинения по делу о стрельбе в головном офисе Wildberries, в результате которой 2 погибли, а еще 7 человек получили ранения, предъявлено еще 6 фигурантам дела. Скоро суд вынесет решение о мере пресечения. Как и ожидалось, к покровителям Бакальчука никаких вопросов ни у кого нет. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!